Совсем недавно в англоязычном сегменте сети появились крайне спорные снимки, где видно, что большая организованная группа людей откопала целую подводную лодку, отчетливо напоминающую современные атомные подводные крейсеры. Первыми об этом невероятном событии сообщили англоязычные исследователи альтернативной истории, которые заметили эту противоречивую публикацию в небольшой африканской англоязычной газете. Позднее на странные фотографии подводной лодки в пустыне Сахара откликнулись и пользователи всемирной сети, которые сразу же обвинили авторов публикации в использовании фотошопа и нейросетевых программ. Однако нашлись и достаточно авторитетные источники, которые утверждают, что около 10 лет назад в одном из районов Центральной Сахары в условиях строжайшей секретности действительно происходили подобные масштабные раскопки. На месте также присутствовали сотрудники африканских спецслужб и представители НАСА вместе с сотрудниками ЦРУ из отдела по изучению НЛО и внеземных аномалий. По словам неназванного сотрудника Института археологических исследований Сахары, который на условиях анонимности согласился прокомментировать утекшие в сеть кадры раскопок африканским журналистам. В 2014 году проводилось масштабное сканирование определенных областей пустыни Сахары для поиска подземных источников воды. В планах африканских властей есть амбициозные цели по возвращению зеленой и цветущей Сахары, какой она была еще несколько столетий назад до всемирной катастрофы XIX века, о которой не принято говорить в официальных учебниках истории. Кроме того, согласно расчетам африканских властей, Сахара в будущем может представлять и большой интерес для инвесторов со всего мира. Огромные никем не занятые площади земли, которые можно снова запустить с нуля, давно входят в закрытые и желанные сферы интересов мировых бизнес-элит, сообщил африканский ученый журналистам, добавив, что во время одного из зондирований почвы в пустыне геодезисты наткнулись на огромный кусок железа, который залегал на относительно небольшой глубине, всего в нескольких десятках метров. Решили подогнать экскаватор и посмотреть, что же там находится. Удивлению работяг не было предела, когда они откопали часть фюзеляжа какой-то явно древней, но хорошо сохранившейся конструкции. Поделился подробностями африканский археолог. Тогда меня разбудили срочным звонком сверху в 3 часа ночи и вызвали к месту раскопок. Когда нашу группу специалистов доставили на вертолете к палаточному лагерю геодезистов и местных рабочих, то мы увидели невероятное зрелище. Под светом фонарей перед нами предстала часть корпуса какого-то гигантского металлического искусственного аппарата. Мы сразу же связались с нашими спецслужбами и специалистами по космосу, потому что подумали, что мы откопали древний космический корабль пришельцев, целое НЛО, продолжил свой невероятный рассказ африканский ученый. Он сообщил, что уже на следующее утро на место раскопок прилетели огромные черные вертолеты без опознавательных знаков, из которых вышли люди в желтых костюмах радиационной химзащиты, вооруженные до зубов, и разогнали всех местных рабочих, ученых, полицию и зевак, показав корочки международных спецслужб. Я сразу же связался с начальством, но мне приказали уезжать оттуда как можно скорее и никому ничего не рассказывать. Я узнал, что к нам прилетели сразу несколько спецслужб, как они успели так быстро добраться в самое сердце Сахары. Остается загадкой из НАСА. ЦРУ и еще какие-то ребята бегали вокруг людей в желтых скафандрах и разговаривали почему-то на испанском. Меня это сразу смутило, но выглядели они все очень серьезно. Все были мало-мальски вооружены, продолжал делиться своими впечатлениями африканский археолог, добавив, что всех местных специалистов, включая его, отвели в особый шатер, расположенный неподалеку, сняли отпечатки пальцев, отсканировали сетчатку глаз. Взяли маски из ушей, рта и носа, а также кровь из пальца, затем заставили расписаться на нескольких листах, якобы о неразглашении, и посадили всех местных на один из огромных транспортных вертолетов черного цвета, без опознавательных знаков, отправив их всех обратно в город. Однако он успел сделать несколько снимков невероятной находки, которые и сохранил до сегодняшнего дня. Дорогие друзья! Если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.